Риттер крупный пес, но при этом очень веселый и добрый. Долгое время он был частью семьи и очень любил своих хозяев. К сожалению, обстоятельства сложились так, что семья не смогла больше платить за свой дом. Также у них не оказалось возможности найти место и средства для содержания 2 собак. Кроме Риттера в семье жила Корги. С тяжелым сердцем хозяева вынуждены были отвезти своих любимцев в приют в надежде, что там о них позаботятся и найдут для них новую семью. Риттер очень тяжело переживал разлуку с семьей, с которой он прожил всю свою жизнь. Пес не мог понять, куда делись люди, которых он любил, а также почему к нему никто не приходит. Собака не выходила из вольера и все дни напролет смотрела в пол. Сотрудники приюта пытались дать Риттеру необходимую ему любовь и заботу, но было понятно, что он очень нуждается в семье и собственном доме. Чтобы как можно скорее найти для Риттера дом, волонтеры прибегли к помощи социальных сетей. История о большой, но очень грустной собаке очень быстро стала известна. Среди тех, кто ее прочитал, была и Софи. Девушка давно мечтала о собаке и очень симпатизировала крупным породам. Мечты о питомце Софи не могла реализовать из-за отсутствия своего дома, но недавно она стала владелицей недвижимости и, едва увидев фото Риттера, поняла, что именно он станет ее лучшим другом. София очень волновалась, что из-за популярности Риттера она не успеет забрать его. Девушка рассказала историю о грустном добряке своему начальнику, и тот разрешил ей пораньше уйти с работы, чтобы она успела в приют. Уже подъехав к приюту, Софи разнервничалась. Девушка понимала, что расставание с прежними хозяевами стало для пса серьезной травмой, поэтому допускала, что Риттер не захочет поехать с ней. Все опасения оказались напрасны, ведь стоило девушке войти в комнату, Риттер подошел к ним и позволил ей погладить свою большую голову. Софи сразу же забрала добряка к себе домой. Устроившись в машине Софи, Риттер начал улыбаться, ведь он понял, что у него вновь есть дом и человек, который подарит ему любовь и внимание.